Мы сегодня в гостях у одного очень интересного человека, и мы с ним поговорим о том, как открыть прибыльную кофейню. У нас была одна единственная четкая стратегия – это мы хотим внести культуру свежеобжаренного кофе в массы. Хорошее помещение расходится буквально там за 15-20 минут, уже звонят и заказывают просмотры. Да. Привет, друзья! Сегодня мы разберем одну из самых трендовых ниш за последних несколько лет. Это кофе с собой. Тем более у нас есть у кого об этом спросить. Здравствуйте, друзья! Мы сегодня в гостях у одного очень интересного человека, его зовут Максим. И мы с ним поговорим о том, как открыть прибыльную кофейню. И Максима это очень получилось с нуля, поэтому... Привет. Макс, мы давно уже знакомы, поэтому начнем. Итак, Макс, смотри, хотел сразу бы задать вопрос о том, как ты начинал этот бизнес. Вспомни то далекое время, когда ты открыл самую первую кофейню. Как это было, как происходил процесс? Это было 5 лет назад. У нас с партнером была кофейная машина на Подоле. Мы работали по очереди, день через день. После этого мы решили все-таки заняться каждый своим делом. Я пошел своими делами заниматься, да, то есть я устроился на работу, а мой партнер продолжил кофейню в торговом центре. Даже не в торговом, наверное, а в офисном, да, в офисном центре у него была кофейня. А до этого он был баристом, то есть у него, в принципе, он умел варить кофе, разбирался в этом кофе, и он открыл кофейню маленькую в офисном центре, получается. И только он кофе начал не покупать, да, как обычная коммерция раньше была, а именно сам обжаривать. То есть он купил маленький ростер и начал жарить себе кофе. И настолько эффект был потрясающим, что люди настолько восхищены были продуктом, да, вкусным, качественным, ароматным кофе, что с других офисных центров начали ходить туда люди. И тогда мы решили, что в принципе, если на это есть спрос, то почему бы не нести эту культуру свежей обжарки именно в массы уже в городе, да, можно так сказать, чтобы максимально побольше людей зацепить. И мы открыли первую кофейню. То есть нашли место на Подоле, это был ларек, в котором мы решили просто торговать кофе, сделать кофейню. То есть дизайн у нас был самый простой, то есть мы обшили деревом, покрасили просто в коричневый цвет и назвали это Brown Cup, как коричневый цвет, коричневая чашка. А вы дизайн, ремонт, все своими руками делали или там бригада какая-то? Как это у вас происходило? Бригада была просто найдена в Гугле. Ребята не приехали, нам посчитали, смету составили, сказали, вот вам будет это стоить. То есть нам первая кофейня обошлась что-то там до 60 тысяч гривен. То есть мы сами думали, в какой цвет покрасить, прямо в эпицентре там сидели, выбирали, какой нам цвет покрасить доски, в какой нам цвет сделать то, какой бар цветом и тому подобное. Единственное, что из опыта моего партнера было это расположение бара, где находится кофейная машина, где удобнее, да, чтобы быстрее готовить, выдавать, где какие продукции находятся, вот единственное как. Смотри, ключевое, ты сказал, мы посчитали. То есть вы перед тем, как открывать кофейню, вы составляли какой-то бизнес-план, у вас была четкая стратегия или как это у вас произошло? У нас была одна единственная четкая стратегия, это мы хотим внести культуру свежеобжаренного кофе в массы. Вот это единственная наша мечта. Цель была номер один, и как бы мы, затуманенные этой мечтой, не видели ни бизнес-планов, ничего. То есть мы просто вот у нас хотели на рынок вынести, чтобы люди об этом узнавали. То есть вы даже не считали там какую-то смету, ничего, вы просто знали, что вы хотите открыть, и там собирали все деньги, которые можно было, чтобы это открыть? Да, конечно, потому что сложно было очень просчитать все, открывая первую кофейню, просчитать и учесть полностью все моменты, это было невозможно. Смотри, а вот когда вы открывали, какие самые там большие ваши ненужные растраты были? На что вы потратили зря, а что бы нужно было потратить больше? Как ты считаешь? Мы купили первую кофейную машину. Это была тоже большая затрата. Хотя на самом деле, когда ты начинаешь только бизнес, не знаешь, как он пойдет, не пойдет, понравится он тебе, не понравится, лучше все-таки взять оборудование в аренду с минимальными затратами. И потом уже, грубо говоря, если все идет, тебе это нравится, тогда можно уже купить. То есть на первый этап ты советуешь максимально экономить, то есть все, что можно брать в аренду и не вкладывать свои деньги? Да, конечно. Кстати, в интернете есть один интересный вопрос. Очень многие спрашивают, возможно ли открыть кофейню бесплатно. То есть
знаешь ли ты какие-либо варианты? Ну, бесплатно это если вы возьмете себе в партнера человека, у которого на балансе его помещение, возьмете кофейную машину под кофе, которую сейчас поставщики дают, то есть они дают кофейную машину бесплатно в учет их кофе. То есть у тебя есть какой-то определенный лимит, который ты должен продать в кофе. То есть тогда тебе оборудование будет бесплатно, здесь будет тебе помещение бесплатно. И если вы будете сами работать, сами на себя, сами будете готовить, варить кофе, то только так. А как я знаю, у тебя есть опыт готовки кофе, ты когда-то сам пробовал этим заниматься и работать. Насколько ценен этот опыт при открытии? То есть дал ли он тебе что-то? То есть ты там мог кофе на взгляд определить, либо там сказать, что бариста что-то не так делает? Безусловно, безусловно. Ну, если взять из наших партнеров, да, то я, конечно, не так силен именно в кофе и в варенье кофе, да, грубо говоря, готовить напитки кофейные. Мой партнер этим занимается, он на взгляд может определить, то есть какое качественное зерно, как оно обжарено, грубо говоря, то есть чуть ли не с виду, какое оно на вкус. То есть и также он контролирует все, как же капучино, как варит, как взбивает пенку, то есть это все, да. Потому что, например, неопытный бариста может приготовить пенку, которая пористая такая, да, грубо говоря, перегреть латте. То есть, на первый взгляд, человек, который этого не понимает, он этого может не заметить. А человек, который специалист, он сразу увидит это все. И сразу это пресекает, как говорится. То есть для того, чтобы открыть кофейню и набирать, ну, когда вы открываете, наверное, хотите взять баристу, либо сам работать. То есть нужно как минимум четко понимать, что ты можешь отличить качественного баристу от некачественного. А как это сделать? Мой совет – это вообще поработать с кофе хотя бы чуть-чуть. Грубо говоря, поработать месяц где-то баристом, да, чтобы вас обучили, рассказали, как, что, почему вы научились это кофе варить, и только тогда, в принципе, запускать свой бизнес. Возможно, вам и на этом этапе уже не понравится этот продукт, и вам это не понравится, вам не по душе это будет. А вот какие ключевые факторы в успехе кофейни? То есть, насколько я понял сквозь всю нить разговора, что самое главное качество кофе. Но есть же еще какие-то моменты. Какие бы ты советовал обращать внимание, когда там начинаешь? Локация, внешний вид, качество зерна и бариста. Вот 4 основных кита построения успешной кофейни. Давай по каждой из них и потихоньку пройдем. Смотри, допустим, локация. Где лучше искать место, как его искать и на что обращать внимание? По локации лучше выбирать, конечно, в оживленных районах города. Лучше, чтобы потоки людей были. Это возле офисных центров, это возле бизнес-центров, это выходы из массивов, это возле парков, проходные аллеи какие-то, да, там, где постоянный источник людей. То есть, но выбрать место не так просто такое, да, поэтому приходится сидеть на сайтах недвижимости и все время их обновлять. Потому что если люди думают, что я вечером приду, вечерком после работы сяду, поищу помещение, то нет. Хорошее помещение расходится буквально там за 15-20 минут, уже звонят и заказывают просмотры, да. И вот так вот я сидел, первое помещение искал. И в принципе так у нас оно проходит на данный момент. Потом уже, когда обрастаешь какими-то связями с риэлторами, да, какую-то плюшку, там, конфету какую-то обещаешь, и они уже тогда в первую очередь тебе звонят, если какое-то помещение освобождается. Если же нет, если вы живете в какой-то локации, например, да, в жилом массиве вы хотите, то в принципе можете гулять, смотреть, да, где-то может появиться, где-то может еще строиться что-то, вы можете уже подойти, договориться, да, за то, чтобы открыть кофейню. Может в каком-то магазине окошко будет, вы можете подойти там, поговорить, чтобы там, вам пару, 2-3 квадрата выделили под это. То есть все в принципе от вас зависит, где вы хотите и как вы хотите найти. Смотри, мы сейчас находимся в твоей кофейне, и я смотрю, что вокруг здесь несколько кофеин стоят, ну, практически там в 10 метрах. Насколько влияет вот конкуренция, перебивает друг друга? Если, грубо говоря, у меня будет логика выбирать там, где меньше людей, но нет конкуренции, либо много людей, но там стоит уже 4 кофейни. Как бы ты делал в этом случае? Лучше, конечно, чтобы не было конкуренции, потому что люди, чтобы не идти там полкилометра, километра к какой-то кофейне, они у вас купят кофе. И таким методом вы, грубо говоря, у вас будут постоянные клиенты. А если вы понравится ваш продукт, да, бариста, внешний вид будет привлекателен, то эти люди станут вашими постоянными клиентами. Смотри, по поводу выбора баристы мы говорили, локации говорили, по поводу продукта. Как вы это контролируете? Вы
пробуете этот кофе, либо кроме зерен ничего не влияет, либо вы постоянно смотрите за баристами. Как вы это делаете? Изначально мы подбираем кофе у поставщика. То есть мы выбирали себе поставщика на тот момент, когда мы сами обжаривали, да, мы зеленый кофе покупали и обжаривали. Когда у нас появился, мы не успевали, наш родстер, не хватало объема, да, поставок, то мы выбирали поставщика. То есть мы ездили на разные производства, смотрели, они при нас готовили кофе, варили, да, мы пробовали. Потом выдавали нам пробные, которые мы у себя в кофейне варили, да, уже, чтобы сами попробовали проварить. Если все нас устраивало, то мы заказывали первую поставку. Максим, а как вы выбираете вот поставщиков? Насколько я вижу, у вас не только кофе, у вас там и вода, и бутерброды какие-то, там все. Где вы берете поставщиков и есть ли какие-то варианты сэкономить на этом всем? Потому что чем дешевле, тем больше мы заработаем. Ну, на кофе мы не экономим. То есть кофе это тот продукт, в принципе, на котором не стоит экономить. А по поводу воды могу сказать, что когда мы искали поставщика воды, да, то мы начали собирать заказы из других кофеин, которых мы знаем, да, кому-то в офис, какому-то. Мы начали собирать этот объем. И за счет этого объема у нас, получается, удешевлялась цена. То есть, в принципе, это вариант, который, в принципе, может использовать каждый. То есть, как я понимаю, вы просто объединили ваши заказы с заказами соседних кофеин и других людей, и таким образом выбери оптовую скидку на воду. Именно так. Хорошее решение. Как я понимаю, у вас много текущих вопросов, и все они были для вас когда-то неизведанными. И вот когда вы начинали, почему вы не взяли франшизу? Мне кажется, вам было бы легче. Либо какие плюсы и минусы ты видишь в франшизе, вот если я сейчас буду открывать кофейню? Ну, на тех этапах, когда мы открывали кофейню, свежеобжаренного кофе тугов не было еще. То есть мы одни из первых, которые открыли, тем более франшизы, да. То есть во-вторых, когда это было, да, франшиза была не так развита. То есть рынок франшиз почти не заполнен был тогда, и франшиза это было просто как копирование одного объекта во второй. То есть не было никакой поддержки, ни маркетинговой поддержки, ну, ни какого-то повышения квалификации, ничего, да. То есть это просто клонирование чужого бренда, вот и все. На данном этапе, да, если бы вернуться назад, то, возможно, мы были все-таки открыли бы франшизу. Потому что это уже успешная бизнес-модель, отработанная на готовом бизнесе, да, с которой уже есть результаты, которые полноценно вас может поддерживать. То есть от открытия, от начала желания вашего до открытия и потом, поддерживая маркетингом, поддерживая повышением квалификации, ну и все это помощь полностью 24/7. Ты несколько раз сказал про маркетинг. А какие его составляющие есть у вас сейчас? Какие там методы вы испробовали? Какие вам дали результат? Какие не дали? Сначала у нас, когда мы открыли, у нас была 7-я чашка в подарок, да? В надежде на том, что человек, когда выпьет у нас 6 чашек кофе, 7-й, он получит в подарок, и плюс за это время он уже как бы привыкнет к нашей продукции, да? Но на самом деле это очень сложно отслеживать по поводу именно 7-й бесплатной. В-третьих, там люди берут, покупают, например, эспрессо, а потом берут самый дорогой напиток. И если взять по рентабельности, то это как бы акция, которая нам не сильно принесла какую-то финансовую выгоду, можно так сказать. Также мы раздавали флайера, 20% скидка. Они, в принципе, давали какой-то эффект, результат. На данном этапе у нас есть скидочная карта на 10%. Карта друга. И с картой друга у нас каждый второй. То есть карточки хорошо работают, да, Да. скидочные? Да. Еще какие-то другие промо-акции, там, может, там, при открытии шарики, раздавали листовки, уже было, там, онлайн-маркетинг, может, какие-то, что-то Да, используете? на данном этапе мы рассматриваем модель именно по геолокации. То есть мы отснимаем сейчас видеоролики, да, видеомаркетинг и запускать будем по локации, чтобы люди больше узнавали о нашем бренде. А сколько плюс-минус это вам обходится, чтобы понимать в начальном этапе, это будет целесообразно или нет? Что именно? Ну, я имею в виду вот, маркетинг по геолокации, то есть вот ну, я хочу, допустим, открыть кофейню, и с чего мне начать? То есть геолокации и видео, мне кажется, это будет довольно затратная вещь. Плюс-минус, какие ценовые рамки этого всего? Ну, в ценовых рамках сложно мне представить, сказать, да, но лучше всего, когда вы открыли кофейню, вам облагородить шариками. И после этого раздавать флайера, то есть чтобы человек, который мимо проходил, он может читать газету, идти в телефоне и не видеть даже вашу кофейню там, в течение недели. Флайер и человек, который промоутер, может привлечь его внимание.
Когда вы начинали, одним из, ну, многие, есть целая наука нейминг, и многие считают, что название очень важно в маркетинге. Когда вы назвали компанию Brown Cup, вы как-то подходили к этому системно, либо вообще дало ли вам что-то название, и как бы вы сейчас назвали компанию? На самом деле оно, наверное, ничего не дало, кроме как кап, чашка. То есть, да, чтобы люди понимали. Но лучше всего в названии использовать кофе, кофейня, то есть, да. Либо если вы просто название делаете, которое не связано с кофе, подписать где-то или надпись, либо лайтбокс, что это кофе с собой, кофе to go, чтобы человек, который мимо проходит, видел и понимал, что это именно кофе с собой. То есть ключевой посыл, название должно давать понимание. Да, желательно. Смотри, теперь по поводу контролирующих органов. Многие, когда открывают бизнес, очень много в интернете ищут вопросов по поводу, там, как проходить проверку. Там, многие боятся, что придут сразу, заберут бизнес. Как это происходило у вас? Какие-то конкретные случаи помнишь? Там, это было все просто. Наезды, как рэкет. Это всего было пару раз буквально. То есть, ну, все у нас необходимые документы на ведение предпринимательства у нас есть. Официально у нас устроенный персонал. То есть налоги мы платим. То есть у нас как бы все чисто, красиво и прозрачно, как говорится. И со всеми как бы на все инстанции у нас есть все ответы. А когда я начинаю бизнес, то есть что мне нужно? Мне нужны какие-то лицензии, что-то подобное, или просто открыл юрлицо и я работаю? Открыл юрлицо, зарегистрировался в налоговой, правильно, конечно. Поставил на постановка на учет именно налогообложения. И если вы сами работаете, то вы можете сами на себя работать. Смотри, по поводу интерьера, экстерьера. Давай сейчас проговорим про то, как выглядит кофейня внешне, насколько это важно в вашей работе. То есть, есть ли у вас опыт, что у вас там был такой экстерьер, потом другой, и там стало больше клиентов? Конечно, это очень влияет на людей. То есть первая кофейня у нас была как-то худо-бедно, мы сами сделали, да, впоследствии мы уже заказали услуги дизайнера, который полностью нам разработал наш концепт, который мы даже как-то где-то сказали нам не так, там здесь переделать, там сделать, и в итоге спустя время, то есть у нас полностью наш концепт, наш внешний вид с какими-то деталями, которые именно наши детали, да, то есть мы разработали, да, и поэтому сейчас мы почти все кофейни делаем именно в этом стиле. Смотри, когда вы открывали кофейни, я уверен, что на вашем пути было много-много ошибок, которые вы бы не хотели повторять. И были такие вещи, которые для вас были неожиданные. Ну, там, подводные камни какие-то, то есть вы ожидали, что там кофе будет разлетаться, оно не разлетелось. Какие у вас были такие вот моменты, которые ты помнишь? Ну, один, наверное, самый запоминающийся момент, наверное, даже он не один был, да, можно это обобщить к одним случаям. Это мы брали объекты в аренду и не успевали просто делать в них ремонты. Месяц-два простаивали кофейни наши без ремонтов, и мы на этом теряли деньги. Также мы теряли деньги на том, что когда заканчивается вода, например, или молоко, или кофе, да, должна быть поставка, а поставки нет. Или там машина сломалась, или водитель не приехал, или еще что-то, да, или они в субботу не развозят, или как-то так, что я всегда советую для людей, чтобы у вас всегда был какой-то запас минимальный, от которого вы уже делаете заказ, чтобы вы минимум могли день продержаться еще до поставки. Это идеально, потому что бывали случаи, что мне приходилось ехать с другого конца города, ехать, чтобы бутыль воды привезти, либо пачку кофе перевезти с одной кофейни на другую. Другие случаи у нас еще были по поводу кофе. То есть мы приезжали к поставщику, он нам подсказывал кофе, да, то есть мы согласились, пожали руки, все классно, круто, и на следующий день приезжает поставка абсолютно другого зерна. Пережаренное, то есть горькое, вообще невозможно его людям давать. То есть поэтому лучше всегда, чтобы было у вас все про запас. То есть если поставка приехала пережаренного кофе, вы ее снимаете, убираете с кофемолки, да, и засыпаете тот, который у вас есть запасной. Бывает еще также, когда люди, какие-нибудь праздники, да, какие-то, которые вообще неожиданные потоки людей, которые ты не рассчитываешь. И в тот момент в час вам будет сложно доставку сделать или привезти. Поэтому всегда надо, желательно, чтобы вы всегда запасная у вас была какая-то часть продукции необходимой.
А давай чуть-чуть более детально об этом поговорим, чтобы мы понимали, как решать именно эти вопросы. То есть давай начнем с первого. Когда, насколько я понимаю, вы платили за аренду помещения, и в этот момент вы просто не успевали делать там ремонт. А что вам мешало, почему так происходило? То есть и нельзя там договориться за арендные каникулы или что-то подобное? Мы тогда хапали объекты, да, а бригада была всего одна. И она не успевала просто распространяться на все объекты. На данном этапе у нас уже достаточно мощностей, чтобы параллельно 5-10 объектов уже открывать, да, одновременно. По поводу аренды каникул, конечно, арендных каникул идеально. Но вам сначала надо, грубо говоря, предварительно хотя бы понимать у прораба, сколько займет ваш ремонт, то есть показать концепт, который вы хотите сделать. Когда вам ответ дадут, уже строительная бригада даст ответ, за который, какой срок они могут, и тогда вы идете уже с арендодателем и пытаетесь поговорить с ним, найти какие-то, грубо говоря, рычаги, давление, может не давление, да, ну, в общем, договориться так, чтобы он максимально вам продлил эти каникулы, чтобы вы не платили просто за простое помещение. Нужно ли умножать на 2 то, что вам сказал прораб по времени? Да, зазор 5 дней как минимум. Это идеально. По поводу, вот ты говоришь, кофе, который вам привезли, некачественный. А что вы с ним сделали? Вы его вернули или его выкинули, или как-то? Слава богу, у нас уже после первого опыта, который был, мы, к сожалению, не успевали это все поменять. У нас есть 2-3 пачки кофе всегда в запасе. То есть приезжает свежее, это впускаем в бункер, это свежее лежит еще про запас. Потому что так как у нас поставки 2 раза в неделю, то есть оно долго не залеживается. Но тем не менее у нас есть возможность сыпать с бункера это кофе и засыпать то, которое мы несем людям и варим. А то кофе вы все-таки выкинули или вернули? Все-таки то кофе мы вернули. Вернули, нам по другую поставку сделали, да. Смотри, то есть с поставщиками понятно. Были еще какие-то курьезы с поставщиками, какие-то случаи, которые неожиданные были для тебя? Были несколько у нас случаев. Это когда человек приходит с накладной, якобы он поставщик, приходит, говорит, вам вот поставили вчера кофе, будьте добры, рассчитайтесь. И бывало из-за nebдительности нашей, что мы не предупреждали, да, бариста, бывало так, что они рассчитывались за это кофе, да, и все, и человека ищи свищи, как бы по камере видно кто что, но найти его невозможно. Также часто очень приходят люди, которые начинают давать деньги, да, дает 500, бариста, когда он много заказов, он уже запомнил, что ему дали 500, потом он говорит, давайте я вам мельче дам, и такими методами запутывания они, получается, забирают и 500 гривен, и ту сдачу, которую он как бы им дает. И в итоге, как бы они, как можно сказать, под гипнозом отдают деньги. Макс, если вот сейчас вернуть тебя в тот период, когда ты вот только начинал, на какие вещи ты бы не тратил никогда деньги, на которые потратил? Мы тогда купили дорогую витрину, кондитерскую, да. Тогда у нас только был период раскачки, грубо говоря, там какой-то там месяц, да, пока у нас начали люди узнавать, пока начали пить, и продукция просто, которая была там, она пропадала и приходилось ее списывать. Ну, также мы купили кофейную машину с кофемолкой, да. То есть на том этапе лучше бы мы эти деньги вложили в маркетинг какой-то, да, потому что мы скидывались своими деньгами, и запасы были ограниченные, да. И на тот момент мы купили кофейную машину с кофемолкой. Хотя можно было бы взять в аренду и сэкономить эти деньги. Я предлагаю, что если вы хотите открыть свою кофейню, да, и у вас какой-то ограниченный бюджет, то все-таки лучше кофейную машину и гриндер взять в аренду. А сколько вы тратили вот на рекламу своей первой кофейни? Это были смешные суммы или это были существенные суммы? Плюс-минус. Это были существенные, для нас тогда были, может, существенные, да, там пару тысяч, для нас тогда это были большие деньги. Мы купили штендер, поставили штендер, да, чтобы люди видели, что, грубо говоря, с ценовой политикой, с какими напитками мы готовим, да. Также мы раздавали флайера 20% скидкой, и у нас были 6-й в подарок, или 7-й, я точно не помню. То есть, они как бы такого эффекта никакого не производили, 6-й в подарок, больше они, наверное, путали нас, да, что там, кто выпил, сколько списать, сколько всего. А 20% флайера, да, все зависит от промоутера. Как он заинтересовывает людей, как бы чуть ли. Есть такие ребята, которые так заинтересовывают, что чуть ли за руку не доводят к кофейне. То вот за такими надо гоняться. Кстати, если кто-то найдет такого, то говорите, пишите в комментариях. Мы его возьмем к себе.
А как вы кому-то заказывали или просто давали объявление там студентам, что за флайера платить? А мы сначала заказывали на Work.ua, размещали объявления, да, либо кто там промоутеры брали, они как-то так относились к этому несерьезно на самом деле, то флайера где-то выбросили, то еще что-то, то еще что-то. И мы уже начали впоследствии обращаться к компаниям, которые непосредственно гарантируют, что вот в 8 утра будет сотрудник. Потому что так бывало, люди то проспал, то не пришел, то заболел, то не у вас не буду работать. А когда ты обращаешься к какой-то компании, да, определенной, то они несут гарантию за это. То есть если не придет один, то придет второй. И вы понимаете, что вот сегодня у вас будут раздавать флайера, и они будут их раздавать. Отлично. Смотри, для того, чтобы нам понять, что нужно купить при открытии кофейни, давай посмотрим на все ваше оборудование, и ты нам расскажешь детально, где и как, на что обращать внимание. Давай. Итак, Макс, поговорим с тобой по поводу оборудования, которое нам необходимо. То есть, чтобы, когда мы начинаем, что самое необходимое, что, скажем так, второстепенное. Я вижу сразу, это кофемашина, кофемолка и еще много-много всего. Давай начнем с кофемашины. Сколько она в среднем стоит, какие рекомендации, какую брать, как вы... Вообще кофемашина, в принципе, она где-то от $800, в принципе, можно подобрать. У нас на данном этапе стоят Астории. Но лучше всего, как лайфхак, да, можно сказать, лучше брать двухпостовую. Она, в принципе, что трехпостовая по скорости отдачи, да, то есть человек быстрее не сможет это делать, да, на первых этапах, даже если взять и открыть. Трехпостовая. Употребляемость больше, а двухпостовая быстрее греется, чем трехпостовая. То есть брать двухпостовую, Да. Двупостовая, это значит, что 2 кофе можно одновременно? Да, можно 3. Смотри, по поводу электроэнергии ты сказал, а вот по поводу коммунальных затрат, насколько они существенны и плюс-минус там на 1 месяц, сколько вы платите? Ну, до 3000 гривен на электроэнергию уходит, то есть где-то 500-600 киловатт у нас уходит. А отопление у вас зимой это какие-то калориферы или что это? Либо калорифер, да, либо обогреватель масляный. Лучше масляный обогреватель во избежание каких-то случаев. А я вот смотрю, кофемолка, она как влияет, ее какую-то выбирать Гриндер. особенную гриндер? Гриндер, Ну, да. как ее выбирать или они все плюс-минус? На рынке сейчас Ферензата самая качественная себестоимость, цена-качество. Поэтому мы в основном используем именно Ферензата. Также очень важная штука – это помол. То есть помол надо научиться все-таки делать. То есть там есть разница, мелкий, Конечно, крупный, конечно. да? От температуры, от нагреваемости помещения, от всего это зависит. То есть в день в 2-3 раза нужно подстраивать помол. А там температура помола есть? Нет, есть уровень помола, размер частичек этих. Я понял. Смотри, что у вас еще есть здесь из оборудования, того, чего я пока не вижу? То есть это какой-то холодильник. Холодильник, конечно. А зачем он нужен? То есть кофе, он теплый. Молоко. Молоко стоит в холодильнике, конечно, чтобы даже если оно длительного сохранения, то оно стоит у нас в холодильнике. Также какие-то доп. Продукция, которой нет на витрине, да. Также то, из чего мы, в принципе, готовим какие-то наши фирменные напитки, да, лимонады, то есть там лимоны, какие-то продукции, которые, в принципе, требуют именно хранения холодного. Смотри, то есть, насколько я понимаю, нужно гриндер, кофемашина и холодильник. И, в принципе, с этого можно уже как минимум стартовать. Ну, меню это понятно, я имею в виду сейчас вот по технике. То есть, в принципе, основное. Раз ты уже упомянул меню, по поводу меню. Какое его лучше делать? Потому что я смотрю, есть очень много разных вариантов. Я вот шел сюда, наблюдал. Там есть много-много строчек, есть наоборот там 3 позиции. Что посоветуешь по этому поводу? Лучше быть размеренно и меньше. У нас когда-то было тоже фирменных напитков около 20, и они как бы покупает человек там 1, 2, 3, 5 там, в день, да, грубо говоря. Но составляющие, которые этих напитков, они тоже как бы заказываются и имеют свойство портиться и тому подобное. Поэтому мы сократили наши напитки до минимального, и мы все-таки основной акцент, так как мы несем культуру свежеобжаренного кофе в массы, то мы все-таки основной акцент делаем на классику. Это эспрессо, американо, капучино, латте. А вот эти все брендовые вещи, допустим, стакан, крышка, где вы берете? Вы их заказываете, ну, насколько это дорого, себестоимость насколько меняется? Конечно, заказываем. То есть
Такие стаканы именные мы мечтали со дня открытия первой кофейни. Но так как у нас тогда объемов оборотов не было, то есть не было смысла переплачивать слишком много за маленькую партию. Тем более не каждый берется делать клише под маленькую партию. И то есть это около 5 точек у нас тогда было кофейных или 6, когда мы начали уже брендировать стаканы. То есть цена, в принципе, у нас на данном этапе, она колеблется плюс-минус к рыночной. На данном этапе это из-за того объема, который мы уже берем. А если маленькими партиями заказывать, то, конечно, это будет дороговато. А рыночная это сколько плюс-минус? До 2 гривен. Я понял. То есть, а когда у вас были первые кофейни, вы не делали ничего брендового? Нет, мы не делали брендового, мы наклеивали наклеечки еще. Есть варианты ставить штампы, да, можно на, если крафтовый стакан, ставить штампы, либо клеить наклеечки. То есть можно, в принципе, изначально обойтись этим. Смотри, еще что я вижу у вас здесь банку для чаевых. Зачем, насколько это нужно? Возможно, это смущает клиентов или как? На самом деле это очень актуальная штука. То есть на чай баристу оставляют почти там каждый, может каждый второй, каждый третий. В принципе, он может себе часть какой-то зарплаты брать именно с этой баночки. Но если этой банки не будет, то тогда и чая не будет. Поэтому смотрите сами. Но это хороший бонус баристе. Да. Смотри, что мы еще здесь видим у вас? Мы видим у вас планшет, видим кассовый аппарат. Это что? То есть у вас сразу было, либо вы потом пришли, зачем оно нужно? Изначально у нас были листочки с перечнем напитков, и там ставили галочки. То есть когда начинало набираться уже приличные этих бумажечек с галочками, очень сложно было это все отслеживать, считать, калькулировать, вообще как бы очень сложно было. И мы после этого перешли уже на планшеты с программой, в которой у нас все расписано, полностью состав, оно сразу списывается с того, что у нас есть в наличии, да, каких-то поставок. И даже онлайн мы можем смотреть, какое состояние какого товара у нас в наличии есть. То и есть что нужно дать заказать, да. То есть онлайн вы мониторите остатки и можете привозить, Да. Просто круто. А сколько это приблизительно стоит такая программа? Такая программа стоит 600 гривен в месяц. Это за один пост или за все? За один пост. За одну точку, да, кофейную. Смотри, вижу у вас много всякого разнообразия, там сиропы, маршмеллоу, разные штуки. Насколько нужно разнообразие для клиента? То есть, как ты считаешь, если, допустим, сделать 5 основных напитков, это существенно сэкономит там количество поставщиков, затраты и тому подобное. Может, есть смысл делать упор на какой-то монопродукт, или на линейку монопродуктов? Ну, мы, в принципе, так и делаем, на линейку именно классики, да, делаем. Но все-таки у нас есть люди, гости очень часто, которые просят с сиропом, добавить им сироп. Сладенькое они любят, кто-то кисленькое, кто-то горькое. Поэтому мы не можем все-таки отказаться, потому что в рынке все-таки есть потребность. А есть, владеешь ли ты сейчас цифрами, сколько людей пьют просто монопродукт без каких-то добавок? Или таких цифр? Таких цифр сложно сказать, но 70% пьют чистый продукт. То есть и с каждым днем, с каждым месяцем все больше и больше люди переходят на именно классику, отказываясь от сладких, от сиропов, например, и от фирменных. Но иногда в выходные кто-то может себя побаловать. Смотрю, у вас здесь еще есть витрины с снеками, с питанием, со сладким. Холодильники стоят того, они тянут электроэнергию. Вообще, насколько это вам выгодно? Ну, это выгодно, если у вас уже, в принципе, есть какой-то определенный поток клиентов, то, в принципе, до продажи это существенный плюс к кассе, да, все-таки. Поэтому, покупая кофе, каждый человек, может, даже не каждый, ну, в общем, да, я так выразился, почти каждый желает все-таки купить какой-то вдобавок пироженка, возможно, там печенька какое-то еще, чтобы не сухой кофе пить. Очень интересный вопрос по поводу воды. Насколько мы стоим, здесь вряд ли есть водопровод. Как вы решаете этот вопрос? У нас есть помпа, у нас есть умывальник, и с бутля у нас, грубо говоря, 2 бутля стоит, с одного поднимается чистая вода в умывальник, а вторая слив идет в бутыль. То есть бутыль это обычная доставка воды, Да, вот это как в офисе, да? Да, чистая вода. И как много на один киоск вы заказываете этих бутылей? Ну, в день где-то около 3-4 бутылей уходит. Еще очень интересный вопрос, который меня волновал с самого первого начала. Когда мы сюда пришли, куда баристы ходят в туалет? То есть мы находимся в киоске, здесь туалета нет? Ну, есть либо биотуалеты, которые, да, в основном у нас все места в проходных местах, да, в общественных. То есть есть либо биотуалеты, либо близлежащие кафе, рестораны, бизнес-центры.
То есть, в принципе, получается справляться. То есть у нас нет кофеин, которые прям в поле где-то стоят, там, где нет вообще ничего. А на тот момент, когда он уходит, что происходит с кофейней? Она закрывается? Ну, если работает один человек, тогда да. А если в частности у нас на многих объектах есть 2 человека, то они, в принципе, взаимозаменяемы. Но если так, то да, конечно, мы не можем ничего с этим сделать. А по поводу баристы, то есть у вас бывает, что 2 человека на смене работают, да? Да. То есть у вас в общем 4 человека, или они день через день работают, или они работают круглосуточно, как это происходит? Есть свои графики, в зависимости от точки. Есть где 5-2 график, есть 3-3. То есть все зависит от того, как... Да, в принципе, гибкий очень график, как людям удобно. Насколько это большая проблема найти баристу? Ну, это существенная проблема на самом деле, потому что взять человека с опытом, и он может нам не подходить, да, в принципе, он все понимает, знает, как все, что поварить, да, грубо говоря, но он-то может где-то перегреть латте, где-то там у него будет пористая пенка, да, на капучино, то есть его переучить очень сложно. И тем более не каждый хочет переучиваться. А обучить человека с нуля, конечно, сложнее, затратнее, но потом этот человек уже делает продукты так, как вот именно мы это видим. Как мы это хотим, как мы на это смотрим. То есть и, в принципе, угодить тогда уже нам, как тем, кто контролирует, да, выдачу этих напитков, проще и лучше. То есть на самом деле вы отдаете приоритет при наборе сотрудников, вы ищете тех, кого вы можете обучить делать по-вашему. Да. Просто если человек хочет научиться, он научится. Мы ему все даем для того, чтобы он научился это делать. Макс, смотри, есть вопрос, который было неудобно задавать при твоем персонале, так как мы находились, там был бариста и тому подобное. Но я не первый год в бизнесе, и я думаю, что часто персонал мимо кассы работает, там на работу не выходит, и еще много-много нюансов. Какие вот у вас происходят, как у вас с сотрудниками? Да, кстати, ты прав, на самом деле это имеет место в нашем бизнесе, как это чуть ли не еженедельно, да. То есть бывают какие-то недостачи, бывает человек заболел, бывает вообще там может быть человек средь бела дня просто он решил и ушел, да. Но так, а недостачи, например, да, если какие-то, то мы пытаемся это реализовать все-таки до идеала, это сложно довести. У нас есть планшет, в котором все электрифицировано, да, есть камера, за которой следит администратор. И еженедельные у нас переучеты. То есть подводим итог к этому. Посменно они сдают кассы друг другу. То есть друг друга, можно так сказать, перепроверяют, чтобы видеть, кто в принципе нацелен, а кто не нацелен. Кто честно работает, кто пытается что-то с кассы, мимо кассы взять, как говорится. А вы их наказываете, либо увольняете сразу? Как легко вообще сотрудников найти? Часто, конечно, приходит, что мы просто не подходим. Наша компания не видит в сотруднике того, кого хотела бы, да, который несет качество, который работает полноценно, ответственно, да, грубо говоря. И такое очень сложно, но все-таки мы пытаемся с этим бороться, чтобы все-таки устраивать людей полноценно, давать им те условия, которые они, в принципе, их устраивают, чтобы у них не тянулась рука взять что-то мимо кассы и остаться у нас, выходить каждое утро на работу и не опаздывать. Как тяжело сотрудников найти? То есть как вы это на сайтах Work.ua размещаете, либо там по знакомым, как это у вас происходит? Да, у нас размещаются объявления на сайтах работы, да, то есть их там не один, не только Work.ua, там их определенный перечень этих работ, сайтов трудоустройства. Также есть форумы, также есть группы, которые между собой, грубо говоря, можно выставить пост, да, что нуждаются сотрудники. Также у нас сторис в Instagram, мы выкладываем посты. То есть у нас, в принципе, нельзя сказать, что у нас один источник трафика людей, которые хотят у нас работать. Также у нас на кофейнях наклеечки есть, у нас есть анкетки, которые они могут заполнить. Все это в целом, в принципе, дает неплохой результат. А как вы делаете, допустим, ну вот у вас должен открыться киоск, человек не пришел, что вы делаете? Для этого у нас есть администраторы и пару людей на замену, которые, в принципе, по быстрому позвонку могут выйти через час уже на работу, чтобы такое избежать. Такое было очень часто, бывает, и для этого у нас есть пару человек всегда на замену, чтобы по звонку он быстро приехал на такси. А как вы делали, когда была одна кофейня? То есть сейчас, я понимаю, у вас большой штат. Сколько у вас человек? В штате около 50 человек. Сейчас у вас есть возможность подмены. А когда у вас работало там 2 баристы, допустим? Мой партнер, один и второй, они кофейники, у них есть опыт кофе, и тогда они начинали, что один, если кто-то какая-то казус выходил, то один выходил на замену, и он
помогал. И мы приезжали, как бы с ним находились, чтобы ему было не обидно, что мы не варим кофе, а он варит. Поэтому так и Прикольно. выходили из этих ситуаций. Ну что ж, друзья, мы прослушали очень много полезной информации для открытия кофейни, но у нас еще есть один маленький сюрприз для вас. Я думаю, Максим хочет подарить тому, кто собирается открывать кофейню, какой-то подарок от себя. Что это будет? Я могу подарить 3 термочашки самым активным, которые прокомментируют самый интересный комментарий, который выберет Алексей у себя на канале. 3 термочашки Brown Cup. Также я могу провести 3-4 часа за обедом с человеком, который хочет открыть для себя свой бизнес, свою кофейню, полностью от А до Я, от начала и концепции до открытия кофейни. Я могу дать на любые вопросы ответить. Условия конкурса будут в том, что вы должны написать самый интересный вопрос. Максим нам будет помогать отвечать на эти вопросы, поэтому все ваши вопросы не останутся без ответа. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До следующей встречи.